Привет, друг, с тобой Глебовский. Это второй выпуск Глебсблога в этом году. И начну с следующего. Как всегда, все своим чередом. И по работе, и с точки зрения всяких хобби. Ну вот, например, у меня в этом году, спустя несколько лет после затишья, возобновилось еще одно хобби – готовка. То есть я недавно начал готовить. В том смысле, что делал первые шаги в готовке еще в 2019. А это было связано с тем, что я думал поступить в какой-то из колледжей, все такое, у меня была необходимость, поступать куда-то. В вузы там или в колледжи какие-нибудь. Впоследствии я думал насчет колледжей. И как раз перед тем, как пойти по ландшафтному направлению, я думал пойти вообще на повара-кондитера. И еще начиная с 2019 я поручал себя готовке, учился готовить и сладкое, и соленое. Вот. А потом летом, когда встал вопрос о поступлении в колледж, это было после 11 класса у меня, куда мне надо поступить, все такое, отстрочка от армии, все такое. И я мешкался и потом поступил по другому направлению, то есть не по кулинарному. И вот теперь прошло несколько лет, и у меня... Впрочем, у меня и раньше были мысли о возвращении, но в этом году мне удалось прям вот себя подвести к мысли, что пора уже на деле приступать к готовке, вернуться к этому делу. Что я конкретно в этом месяце готовил? Ну, во-первых, я начал с бисквита, думал повторить киндер-бисквит, получился такой, я думаю, я уже показываю сейчас фотографии и видео. Вот. Потом я решил на быструю руку приготовить простенький такой из печенья, меда, сметаны, варенья, такой тортик. Тоже подсмотрел в интернете, но добавил своего там, сделал его там, не шоколадным, как я рассматривал в одном рецепте, а сделал такой с вареньем тортик и добавил туда кусочки желе со вкусом мохито. Вот. То есть там мед. Правда, он получился более сладким, чем предполагалось, но в любом случае он получился вкусным. Потом так получилось, что я на энтузиазме решил самостоятельно сделать ужин. Приготовил ужин, там, порезав овощи типа картошки, лука с перцем и там отдельно сделал салат из капусты. И пока что на данный момент, что я готовил практически самостоятельно, это торт со вкусом Орео, с кусочками печенья Орео. Там прям вообще там немножко целую готовку организовал сам. Вот. И торт получился очень даже ничего. Но многим очень понравился. То есть бисквит, например, он просто понравился, а торт со вкусом Орео даже очень понравился многим. Сейчас у меня на повестке дня стоит в планах салат «Цезарь». Если что, на момент записи салат тоже готов. Тыквенный суп. Это как варианты. И, может быть, возьму какую-нибудь, сделаю что-нибудь из питья. Например, попробую сладкие коктейли сделать. Вот. Одним словом, практикую себя в относительно новом деле. Может быть, это я разовью во что-то больше. Не обязательно, что это я там стану поваром. Я не собираюсь им быть вообще в целом. Но мне просто нравится в каком-то смысле готовить. Да, это необходимо по жизни. Надо себя как-то уметь кормить и своих близких. Чуть не забыл рассказать. Совсем недавно я смог отметить 30-летний юбилей моей семьи. Мы поехали на мюзикл. Всем понравилось. Даже мама, выходя из зала, она была вся в слезах. То есть ее это так затронуло. Потом мы отмечали в кафе. То на следующий день мы продолжали отмечать 30-летний юбилей. Но уже дома приехала сестра. И она с нами как бы доотмечала, ели суши. Вот. Это вот по поводу жизни. Вот в остальном пока практически все то же самое. Я это всячески исправляю, стараюсь сделать какие-то разнообразия. Вот, пожалуйста. Разнообразие жизни – это готовка. Вот. Ну, как бы это делать для себя, не потому что это необходимо, да, для кого-то, потому что это жизнь. Мне просто нравится открывать для себя периодически что-то новое. Там, со своими близкими я поигрываю в ДНД. То есть у меня это первый опыт игры в Dungeons & Dragons, настоящий такой классический, как настолка. Вот, и играю со своими близкими. Играем в базовую кампанию там. Это если без особых подробностей. Давайте тогда поговорим о моем канале. Начну с того, что у меня в планах намечается, важный момент, намечается кое-какая новая рубрика. Но я ничего не гарантирую, даже если я
выложу какое-то по этой рубрике видео, я, как всегда, не гарантирую, что получится что-то там на уровне геймерстафа, да, что-то глобальное. Да, потому что выше геймерстафа еще никто у меня никакая у меня из рубрик еще не достигала таких высот, даже Блипсблог. О какой рубрике идет речь? Ну, очевидно, она связана с готовкой, то есть не хватает какой-то рубрики, связанной с готовкой. То есть мой новый эксперимент такой в плане канала. Посмотрим, что из этого выйдет. Либо оно станет чем-то вроде Блипсблога, в лучшем случае, потому что вряд ли она дойдет до масштаба геймерстафа, не знаю. Вот. В противном случае ее застанет судьба такая же, как некогда было с Кабачком, своими словами, или даже вот как сейчас с Архивидеос. Вот, кстати, насчет Архивидеос могу сказать, что я не думаю его забрасывать, но пока я просто поставил его на паузу. То есть это где-то похоже на его отмену, но это считайте это как заморозку. То есть Архивидеос заморожен на неопределенный срок. Кстати, это было с Кабачком и своими словами рубриками, но они как-то сами по себе отмерли, и все. Они уже окончательно, считайте, все. Официально, можно даже сейчас вот официально зафиксировать, что с этого момента своими словами и Кабачок, вот эти старые древние рубрики, они уже все. Их не вернуть, они все, мертвые. У Архивидеос просто пока заморожены. То есть еще рано говорить, что ушло или нет. Это детище. Вот. Но мы сейчас говорим о новой грядущей рубрике, связанной с готовкой. Название я пока не придумал, но уже иконку придумал. Вообще, я должен был бы отметить касаемо еще одной рубрики, но тут вообще очень сложно насчет того, стоит ли называть это рубрикой и будет это вообще рубрикой как таковой. Дело в том, что возможно да, возможно нет, я решу попробовать еще одну рубрику. Оно будет во многом похоже в плане формата на Архивидеос. Это рубрика, она у меня будет связана с моей творческой деятельностью, точнее не с своей творческой деятельностью, с моей деятельностью в Индиго. И тоже я придумал свою иконку. Вот. То есть более вероятно, что я попробую себя в рубрике, которая связана с готовкой. Но не будем вовсе исключать, что возможно появление такой рубрики, которая связана с Индиго. Все может быть. Так что смотрим по ситуации. Так говорю, как бы в рамках моих планов. Почему бы и нет. Ну, а теперь, собственно, то, что я хотел вам сказать. Как раз, пожалуй, основная тема этого видео, этого выпуска. Я за последнее время начал задумываться о том, что мой канал никогда не закончится. Попробую расшифровать вам эту фразу, что я имею в виду, когда говорю такое. Дело в том, что мой канал не закончится не в том смысле, что он бесконечный и ломает законы физики. Разумеется, это не то. Я несколько образно выражаю то, что у моего канала не будет конца в контексте, что я не гарантирую, что я уйду с канала в том смысле, что я прям скажу: все, я ушел пока. Мне кажется, гораздо проще, и я очень долго об этом думал, практически в течение всей жизни канала, и задумался о том, как я представляю себе конец моего канала. Я думал и думаю, что, вероятно, все-таки исход канала будет не столько связан с какими-то конкретными видео, а банально я просто, наверное, видео будут выходить реже, и, допустим, меня не будет. Вот это и будет, наверное, мое завершение. И в лучшем случае, если говорить про этот вариант, я сделаю какое-то потом видео, где говорю, что я уже отошел. Почему я это говорю? Я просто хочу держать вас в курсе, потому что я сам себя немного путаю, да? Как я завершу канал, да, если до этого дела дойдет. Потому что мне кажется, что вариант, который вот завершать на ровном месте, типа, что я говорю, все, я ухожу, он, конечно, приятный со стороны, но не очень удобный, потому что ты всегда думаешь, когда же завершится, когда. С другой стороны, можно этого не ждать, ты просто делаешь по инерции, и пускай у тебя потом будет реже выходить видео, то есть канал как будто прервется, но, по крайней мере, ты не будешь нагружать себя по жизни. Так вот, и к чему я вот как раз подвожу мысль. Формально канал уже заканчивается. Пусть это вас формулировка не пугает, потому что я не говорю, что канал вот буквально завершается сейчас. Я говорю о том, что у канала нет фиксированного конца. Канал, он вправе завершиться не столько каким-то конкретным видео,
хотя это предпочтительнее для меня, это предпочтительнее всего. Но я бы хотел официально утвердить версию, чтобы как бы, вы были тоже к этому готовы, что я могу завершить канал не столько каким-то видео, сколько просто, если там, знаете, пропаду, да, не совсем оповестив об этом. И это нормально. У многих ютуберов так происходит. А потом они там по возможности проходят снова каналы и говорят как есть. Там. Либо они завершают свой канал, да, говорят, что у них своя жизнь, либо возвращаются там, продолжают какое-то время канал, и там уже по ситуации. Я вот о чем. Вот. Я говорю эту мысль, потому что для меня самому, по крайней мере, это очень важно сказать вам, чтобы вы это знали, что у канала два исхода. Или три, допустим. Третий пусть будет. Либо со мной что-то произойдет внезапно, от чего я в лучшем случае лишусь надолго ведения канала, да, или вообще лишусь напрочь канала. Какой-то форс-мажор случится, да. Либо это будет в идеале, либо это я найду по жизни момент, когда я скажу, вот все, ребят, вот подошла эпоха к концу, я иду своей дорогой и все, прощайте, да. Либо третий момент, я просто веду канал, вы там со стороны видите, что я там вкладываю видео, но как-то уже реже, а потом пропадаю. А потом где-то я говорю в какой-то момент, что, если я не решаю вернуться в канал, да, то я говорю, все, ребят, у меня своя жизнь, я хочу познавать дзен и прочее. А пока я продолжаю свой канал, как всегда. Надо быть готовым к любым поворотам событий. Я хочу официально для себя утвердить вот этот способ, вот этот исход, да, один из исходов моего канала. Для некоторых из вас это покажется неким излишеством, типа, и так понятно, зачем. Но я это говорю, потому что я хочу выстроить взаимопонимание. Для меня важно, чтобы для меня вы, дорогие зрители, понимали, что к чему. То есть, о чем я думаю, к чему вас готовить, чтобы в случае чего вас не разочаровывать. Пожалуй, это все насчет планов на канал. Озвучу, так сказать, напутствие. Без них никуда. Их всего на этот раз 2. Я тогда скажу как есть, буду откровенным. Мне было удобнее их записать, эти мысли, потому что я пытался сейчас как-то это репетировать, но никак немножко лень, я буду зачитывать то, что я за последнее время записал, эти мысли. Они тоже имеют место быть по жизни. То есть дело не только в том, что я в какой-то момент подумал, а в том, что эти мысли, они могут, в принципе, быть кому-то актуальны даже сейчас. Короче, меньше полемики, давайте к сути. Первое, о чем стоит поговорить, это о том, что никто в нашей жизни не безупречен. Когда мы гневаемся, когда случается срыв, что бы это ни было, мы срываемся поскольку мы содержим нас самих и наше здоровье. Мир сложный и порой непонятный, а вместе с этим мы реагируем на него в силу нашего подхода к жизни. Дополнительным стимулом выступает наше физическое и психологическое состояние. Сокрушаясь на противоречия и несправедливости всего мира, мы лишь подпитываем наше тело на всплеск негатива, особенно если организм недостаточно спит, неправильно питается, не занимается физическими упражнениями и не заботится в целом о себе самом. Недавно я испытал на себе своего рода срыв. Упуская детали, могу смело отметить, что я терзался сложностью и непониманием людей на политической арене. Я даже сорвался про собеседники. Да, было такое. Я сорвался про собеседники, учитывая, что мы случайно затронули политику. Я был вне себя, меня чуть ли не трясло. Но потом я осознал, что дело не столько в моральном кодексе, сколько в здоровье. Порой морально-этические и подобные вопросы могут служить отсылкой на то, чего нам на самом деле не хватает. Но и в конце концов, что для нас срочно? То, что происходит за пределами нашего дома в мире, или то, что уже происходит с нами, то, что нас терзает, то, что мешает нам жить. Пока в мире бушуют разного рода страсти и безумия, главное не допустить беду внутри себя сначала. Потому что многое от нас не зависит. Но от нас зависит то, что в пределах нашей досягаемости. И вот как раз в пределах нашей досягаемости происходят все эти волнения, вот это недосып, вот это общее в целом пренебрежение здоровьем. И это для нас более критично, чем политические распри в каком-то смысле. И следующее напутствие, наше последнее. Уметь принимать себя таким, какой ты есть. Мы часто сопоставляем себя с устоявшимися нормами жизни, следуем за ними. Однако при этом часто
можем корить себя за наши несовершенства, за допущенные деяния, и в какой-то момент можем не позволить себе простить это. Если же мы себе позволяем за счет обстоятельств лишний раз отчитывать себя и указывать на ошибки, лишний раз, лучше мы от этого точно не станем. Важно помнить, что каждый из нас свой в силу многих причин, и не стоит все возводить в абсолют. Наоборот, ошибки в жизни играют очень важную для нас роль. Отталкиваясь от них на своем пути, мы способны, принимая себя такими, какие мы есть, делать все зависящее, чтобы сделать свою или даже близких нам жизнь лучше. Не стоит недооценивать себя понапрасну, ибо опыт сын ошибок трудных. Это по поводу напутствий. Ну, напоследок. Что дальше? Все как всегда. Я продолжаю свою жизнь. Я продолжаю делать то, что мне нравится. Продолжаю творить красоту вокруг и делать жизнь свою и других лучше. Что бы ни происходило, что бы ни волновало. Какие бы ужасы мира не представали передо мной, и какие бы противоречия я бы не испытывал, да. И как бы я, например, не волновался бы за свой канал. Потому что бывало, я и волнуюсь за свой канал, и там могу что-то надумать лишнего. Все-таки это дело моей жизни. Если не основное, то, по крайней мере, одно из таких важных дел моей жизни. В любом случае, я продолжаю свой путь жизни и желаю вам, дорогие зрители, продолжать его, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие виды жизни. Помните, что у вас одна жизнь. У вас одна. Ее стоит прожить достойно. Не знаю, что еще вам сказать. Я могу пожелать только всего самого наилучшего. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.